Решила попробовать повышивать сюазик на пяльцах. Не знаю, получится ли у меня без увеличительного стекла на улице. Вот сижу и пробую. Сделала 3 крестика, вроде ничего получается. Посмотрим дальше. Хочу сейчас зашить все вот эти складочки. Это вот таким сереньким 415 номером надо зашить. Но они будут такого же цвета, ну, как и ткань. Посмотрим. На сюазике началось интересное, то есть непонятное. Есть тут в наборчик входили вот эти ниточки. Они здесь сложенные в 3. Я начала сначала вышивать. И вот здесь надо, вот эти были, оказывается, я взяла, ну тоже, ну это ладно, моя ошибка. Я взяла обыкновенный DMC 300, какой там, 415 номер. И вышила вот эти вот складочки эти все. Потом выясняется, что надо было не обыкновенной ниточкой DMC, а вот этой ниточкой специальной, серебристой, металликом. Ну, во-первых, нитка отвратительная, ей шить еще то удовольствие. А во-вторых, она вот сама, эта ниточка, она скручивается из 3 ниточек. Я сначала начала вышивать, выделила одну ниточку, начала вышивать в одну ниточку. В одну ниточку вообще фигня какая-то получится, ничего не видно. Ну вот я вот эти складочки вышила в 2 ниточки. Дальше тут идет сумочка. Мне надо было эту сумочку вышить. Ну, во-первых, с этой сумочкой сразу произошел затык, потому что непонятно. Вот на схемке эта сумочка. Ну, вот эти вот волны, это вот эта ниточка металлическая. Я сначала начала вышивать в одну ниточку. Она получилась вообще какая-то незаметная, ну, некрасивая на ней получилась. Я начала в 3 ниточки, слишком грубая. Сейчас опять распорю. И на 3-й раз, я надеюсь, у меня получится в 2 ниточки. Ну, как-то, ладно. Потом вот это, что это значит, я вообще не пойму. Я сначала подумала, может, это один ряд черным вышивает, один ряд DMC вышивает. Потом смотрю в ключ. Здесь, значит, в ключе написано вот это полосатая 224 DMC. И вот это я посмотрела, это Оля давала перевод, это значит этот самый, как это, гладь. Смотрю сюда на превью, ну что-то оно на гладь мне вообще не похоже. Я уже и приближала, и отдаляла. Это вообще такое, на превью кажется, что карандашом закрашено. Не знаю. Написала сейчас опять у Оли, выходной, человеку не даю отдыхать. Посмотрим, что она мне ответит. Вот чем заканчивается, когда вы пьете кафе, когда вышиваете кофе, то есть. Слава богу, ничего не пострадало. Здесь распечатан перевод, как раз на одной половине, на которой ничего не было, разлилось. Ну, наука на будущее, что нефиг. Хочешь попить кофе, иди на кухню, пей кофе. Хочешь вышивать, сиди вышивать. Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал рукоделия и вышивки крестом. Поприветствуем звезду YouTube, мою овцу. И я начинаю свой вышивальный влог. Как вы видели, в выходные, субботу и воскресенье я страдала непонятно чем, потому как я вышивала и порола и вышивала заново. Ну, если здесь я на платье накосячила, понятно, по своей вине. Я сначала, как уже говорила, вышила здесь сереньким
DMC, надо было серебристой ниточкой, и мне пришлось все это выпарывать, а на этом мелком каунте выпарывать. Это еще то удовольствие, и потом зашивать по новой. И посмотрите, какую красоту я тут навышивала. Я тут навышивала сумочку. И опять же не обошлось без приключений, потому как этот гладевой стежок надо было здесь сделать, так как я гладью вообще никогда не вышивала. Вот, пожалуйста, чем я еще не увлекалась гладью. И я открыла видео, как вышивать гладью. Боже, какое красноречие с утра пораньше. И начала вышивать, вот заполнять там такие, как рисочки, надо вот такими, как рисуешь, поменьше, побольше, поменьше. Ну, короче, рисовала, фигня получилась, распорола, и я думаю, сделаю-ка я лонг-стич. Вот сделала лонг-стич, и, на мой взгляд, получилась очень даже симпатичная сумочка. И вот этим надо было прошить, типа как прострочена эта сумочка. И потом я сделала вот это, вот здесь, вот это. Я не знаю, что это. Ну вот честно, я и на превью рассматривала. Я сначала думала, это бант, лента, волосы. Ну, для меня это, на данный момент загадка, что это такое. Я сейчас вам покажу превью, может, вы мне подскажете, и мы вместе разберемся, что это вообще такое. Сейчас я вот здесь так придвину поближе вам, и мы будем разбираться. Вот скажите вы мне, что это такое? Здесь мне вообще как язык какой-то из декольте выпадает, и вот это вот, что это? Это лента на волосы. Может, когда я тут уже довышиваю остальное, мне станет понятно, но на данный момент мне непонятно, что это такое. И ну вот давайте дальше отодвинем, посмотрим, может, издалека оно лучше видно. Ну, не знаю. Одним словом, я вышила вот это вот я вышивала именно гладью, как по-научному, вот так вот я вышивала. Ну, по-моему, неплохо вышло. Потом я начала вышивать волосы, вышила я волосы, и там пошел берет. И вот здесь произошел этот затык. Скажешь, что ты вечно жалуешься? Ну вот какие-то отношения у меня с французами получаются сложные, но интересные. Начала я вышивать вот этот берет. Вот здесь, значит, надо вышить, ну вот это черненькое я вышила, а вот здесь надо вот это гладью вышить, вот эту штуку. А потом вот это вот идет крестик. Вот эту полосочку я вышила, вот здесь еще такая ниточка серебристая идет, а вот здесь идет берет. Я отсчитала, ну вот видите, уже поролась 153 раза. Я отсчитала, сколько здесь должно быть клеточек, а здесь должны пойти крестики. Я отсчитала, вышила крестики, у меня крестики пришли сюда. А здесь должно быть расстояние. Что за ерунда? Я отсчитываю по новой. Вышиваю снова эти крестики опять у меня заканчиваются здесь, когда они должны заканчиваться где-то вот здесь, чтобы место для этого берета, для, как это называется, вот здесь должен быть, вот этот должен быть берет. Я думаю, ладно, сейчас я вышью вот так вот берет этот, а потом зашью крестики. Начала вышивать берет, у меня не получается. Ну, одним словом, короче говоря, плюнула я на это все дело, думаю, наверное, надо отложить, отдохнуть, бо что-то не то. Когда оно не то, лучше не, то я допарю до дырок. И что я сделала? И поехала я в библиотеку. И взяла вот эту вот книжку. Я тоже одна девочка-вышивальщица, она порекомендовала. Как я уже говорила в предыдущих видео про книжки, я смотрю наших вышивальщиц, и потом просто у меня в телефоне есть папочка, что почитать, и я туда заношу то, что они рекомендуют, то, что им понравилось, и иду в библиотеку, и если там есть, я беру. Кто порекомендовал, поэтому я сказать не могу. Там она рекомендовала Джон Марс,
кодоносители, что там еще, пассажиры и The One. Я такая начала смотреть. Джон Марс, единственная вот это. La copia quasi perfetta, что значит почти идеальная пара. Ни одной из той книжек, которые рекомендовались, не было. Думаю, ну ладно, автор тот, возьму, начну читать, посмотрю, понравится вообще или не понравится. Прихожу домой, значит, открываю книжку, начинаю смотреть тут, и тут в начале, в самом, как всегда пишется, и здесь написано оригинальное название The One. Я одна из тех, которые рекомендовали книжки. И начала я ее читать, и здесь история какая, что чтобы познакомиться с кем-то, найти себе пару, выйти замуж, жениться, познакомиться. Типа сайта знакомства. Там есть компания, которая по твоему ДНК выбирает тебе идеального партнера. Типа как мы не будем полагаться на случай, мы пойдем по научному пути, и вот они тебе по твоему ДНК выбирают партнера со всего мира. И я начала читать, и тут только в начале, вот смотрите, 30 страниц я прочитала, и здесь уже в этих 30 страниц 11 персонажей, понимаете? Я для того, чтобы, уже старость не радость, я повыписывала всех этих персонажей, чтобы потом не запутаться в них, потому что тут как бы вот главный герой вот в этой строчке, да, идет, а вот в этой строчке ихняя пара. И я думаю, блин, я не запомню. Поэтому я понаписывала, как они там называются, и опять же, как всегда, если мне книжка понравится, если она мне зайдет, я вам расскажу, как там, что там, и свои впечатления об этой книжке. Это мне на вечер. Вы знаете, я прочитала книжку, я сначала когда ложилась спать, я, как и все мы, втыкала в Инстаграм. И потом в какой-то определенный момент думаю, не, надо подвязывать, потому что, херня какая-то. Смотришь этих котиков, собачек, одно и то же, ни о чем. Этих блогеров, знаете, которые ведут, иногда, да, можно посмотреть, но каждый день смотреть человека и жить жизнью какого-то другого человека, мне неинтересно. Когда я читала предыдущую The Verity, мне настолько понравилось перед сном именно читать. Вот я час читала, и все. И потом, когда закончилась эта книжка, я ложусь спать и такая думаю, так, а что ж делать? Телек смотреть неохота, в Инстаграм втыкать неохота. Мне уже не хватает книжки, так что рекомендую, если вы забросили читать, как многие из нас в последнее время, попрактикуйте, выберите какую-то книжку, которая вам реально зайдет. И вот вы прочитаете книжку, и поверьте мне, если вы будете каждый вечер просто по часу читать эту книжку, то когда вы ее закончите, вам будет не хватать в следующий раз еще раз. И так потихонечку смотри и почитаем с вами чего-нибудь интересное. О книжке все. Как я сказала, отложила я Эйфелевую башню, Цюазик. Думаю, возьму что-нибудь попроще и покрупнее. Потому что там может даже с этим беретом у меня не складывается, потому что очень мелкий каунт. И я вышиваю на улице. В доме, когда я вышиваю, света недостаточно. Вроде у меня и лампа сильная, мелкий слишком. А когда взяла, посмотрела, у меня здесь так обтрепался край. Я вырезала, знаете, этими фигурными ножницами. Обычно фигурные ножницы, этого достаточно. Но этого достаточно, когда у тебя мелкий каунт и лен у тебя, например. Видите? Или ты на раме вышиваешь, а так как я не на раме вышиваю, это далеко не мелкий каунт. И этого зигзагообразного не хватило. И поэтому я сделала
Ну, прострочила на машинке зигзаг, у меня нет оверлога, к сожалению. Да и что-то моя машинка хромает на обе ноги, ей уже лет памяти нет. Ну, тем не менее, у моей мамы машинка была вообще лет 50, и все нормально. Она носила ее один раз в год к мастеру, он ей чистил, смазывал и приводил все в порядок, подтягивал, затягивал, пружинки натягивал, какие там не работали, и все было хорошо. А сейчас вроде как бы политику проводят разумного потребления, и, ну, во-первых, нету этих мастерских, в Швейцарии у нас вообще нету этих мастерских, которые занимаются ремонтом швейных машин. Во-вторых, в Италии есть эти мастерские, но там ремонт этот стоит столько, сколько новая машина. Ну, естественно, каждый человек предпочитает купить новую машину, потому что она более продвинутая, там больше функций, там, ну, короче, сами понимаете, что. И, естественно, предпочитают выбросить, ну, какое-то разумное потребление, совсем неразумное потребление. Так вот, я не знаю, что делать с моей машиной, покупать либо новую, либо что-то... Я там сама как-то стараюсь, ну, кисточкой почистить, ту пыль всю вычистить, смазать эти все. Ну, что-то не то, потому что вот я делаю этот шов, когда я медленно шью, то он нормально шьется. Только я газ нажимаю, то у меня рвется нитка, и вот у меня что получается. Видите, какая-то фигня. Ну, что ж, посмотрим. Может, и куплю новую машину. Возьму, пошью шовчики. Ну, а чтобы пошить шовчики, как вы помните, а если вы не помните, я напомню, мне надо перешить вот эти квадраты, мне их надо поднять на 4 переплетения. Так что я хочу распороть и не буду пока мест вырезать, потому что здесь еще вот куча всяких разных шовчиков вокруг, вот в этих всех без вырезки еще. Так что, тут еще вот мне, видите, здесь надо закончить для, как это называется, для мережки, вот здесь и вот здесь повышивать. Ну и сами, как я уже сказала, элементы здесь, шовчики просто по этим самым. Так что вот такой ближайший план. Я вдруг кто впервые у меня и не знает, что я там вышиваю. Это The Garden от Эми Бишоп. Как это, как фирма называется, забыла. Ну, напишу. Ну что, пока все на этот момент новости. До следующего включения. Ой, что я вам сейчас покажу, вы упадете на свои попы. Вы посмотрите, что я натворила. Я прорезала дыру, распарывала. Ну, вообще пошло все не по плану, как я планировала. Во-первых, вместо того, чтобы распороть вот этот, который был неправильно у меня вышит, я взяла, распорола этот. И потом снова перешила на том же месте эти квадратики. Потом начала пороть этот, и вы видите, что я натворила. Я сделала здесь дыру, пропорола. Но одно радует, что здесь надо будет все эти ниточки вырезать и оставить только вот такой вот здесь. Вот здесь 2 и вот здесь 2. И я надеюсь, вот здесь 2 эти будут там, где надо, и эта дыра вырежется. Ну и потом я уже вышила вот эти вот листочки, цветочки, елочки, как их назвать, не знаю. Вышила глорианы, там какой-то мох. Ну, видите, какие красивые. Сначала начала в 2 ниточки вышивать, но оно вообще очень грубо. А вот этот, ну, мне вообще не нравится, как получается. Я уже сделала, видите, их 3 штуки. И недовольна ни одним. И вот думаю, может, нитку. Я уже, видите, взяла и такую нитку. Взяла и обыкновенную нитку DMC. И никакая мне нитка не нравится, как она здесь лежит. И вот я думаю, то ли вообще какой-то другой элемент сюда вышить, то ли оставить нормально. Напишите мне, если напишите херня, буду переделывать, другой какой-то элемент пришивать. Вот так я была сильно расстроена, что даже ничего много и не сделала. Вот такие-то дела.
Та-дам! Посмотрите, какие у меня славные покупочки. И разорилась. Я вообще хотела сделать, как это, паузу и не покупать ничего, пока я там не выщу все, потому что я понимаю, что мне сейчас нравится, проходит какое-то время, и это мне разонравливается, и поэтому я не хочу потом это все вышивать. И я думала, пока не выщу все, что я купила там во Франции, в Италии, не буду вообще ничего не покупать. Ну вот. Во всем виноват YouTube, во всем виноваты эти инфлюенсеры. Очень мне захотелось купить эти наборчики Милхила, эти работы, которые сделаны по знаменитым работам художницы Лаурель Бёрч. Она была феноменальная, вот здесь написана ее история, я сейчас вам прочитаю, потому что действительно интересная. Она была феноменальная с самого начала, потому что она начала делать ювелирные украшения и продавать их на улицах Сан-Франциско, когда ей было 12 лет. И через 4 года она стала международно известной после того, как она сделала вот эти все свои картинки, котики, если вы знаете, котики, если я вам найду картиночку, вставлю. Это ее были самые знаменитые картины, и она стала узнаваемым художником, и ее живые яркие цвета, они и фантазийные эти фигуры, они очень известные во всем мире. Короче, вот. И, естественно, я увидела эту русалку, хотя русалок я как-то вообще, русалки от Мирабилья вообще мимо меня, а вот эта русалка, ну это восторг, ну вы полюбуйтесь, какая это прелесть. И хотелось мне конячек, тут есть много у нее этих конячек, но они все вышиваются, ну это слишком много, их мне не хотелось, мне нравились вот эти вот эти. Но они на темной канве, и я их не хотела брать. Поэтому я взяла вот этих конячек на вот этой яркой, желтой. Посмотрите, какая красивая желтая канва. Это даже не канва, это лен, я так понимаю. Смотрите, какие яркие эти ниточки. И здесь так приличненькая бисерочка. Ну и не маленькая. Насколько я знаю, там 7000 крестиков. Ну, такая средняя, ну, как для меня, средняя такая работка. Вот. И вот теперь я не знаю, за что мне, потому что мне вот эти вот 2 крестика закрыли, они мне уже сидят в печенках, и поэтому... А здесь можно как разогнаться и шить голубым, а потом шить синим, а потом шить еще. Ну, красивые, ну, не правда ли? Вот... Не могу определиться, с чего начать. А вообще должна пожаловаться вам, у меня не вышивун. И не вышивун не в том традициональном, как вот девочки говорят, у меня не вышивун, я просто не хочу вышивать, я не сажусь, не вышиваю. Нет, я сажусь, я хочу вышивать. Я сажусь, я вышиваю, но оно у меня не вышивается. Я делаю 2-3 стежка и все. Я поменяла один, взяла, у меня ж куча начатых, я взяла другой, все равно не идет, я взяла третий, все равно никак. Ну, короче говоря, я вообще в отчаянии, я знаю. Знаете, помните, этот фильм был «Космический джем» с Майклом Джорданом, еще старый, как там у баскетболистов инопланетяне отняли способность играть в баскетбол, и они не умели. Так вот и у меня, по-моему, какой-то инопланетянин у меня отнял способность вышивать. Я делаю эти шовчики, они у меня не получаются. Блин, я прорезала дыру, со мной вообще такого никогда в жизни не было. Так что... Не знаю. Одно спасение, может, мне поможет Милхил. Будем надеяться. Вот только, наверное, кину орел или решка, что выбрать. Вроде как по сезону больше русалка подходит, но с другой стороны тоже, смотрите, какие солнечные яркие эти лошадки. Солнце тут такое. И мне очень нравится этот цвет этой ткани. Прелесть. Наверное, с лошадок все-таки.
Ну, вы об этом все узнаете, от вас я не буду ничего скрывать, вы же знаете. Когда получила эту посылку, мой муж взял ее из почтового ящика и такой: ой, посылка из Америки, а что там? И видно, ему так интересно, он так хочет посмотреть, что же там ему прислали такое интересное. Я говорю: я сейчас открою, но я боюсь, тебя разочарую. Он: давай, давай, открывай, открывай. Я открываю, достаю. Он такой: хорошо. Конечно, разочарован, был разочарован. Ну, что ж поделаешь, вот такая она жизнь. Ну, а пока у меня тут не вышивун, я иногда хожу волонтарить в дом престарелых, тут недалеко от нас находится. Тут вообще по всему Тичино дома престарелых на каждом шагу. Так у меня вообще здесь в 5 минутах ходьбы один дом престарелых, а другой в 15 минутах ходьбы. Одним словом, я иногда туда хожу волонтарить, и вчера я была, и там был день, когда отмечали дни рождения. Там раз в месяц они проводят день такой, пекут торт, и кто в этом месяце именинник, они их там поздравляют. Там был один дед, он какой-то неуемный. Я поняла поговорку, что малé, что старые. Вот это оно точно. Он, короче, там был приглашен хор, ну, эти пели народные там песни. А у него был бубен, и я не знаю, как вот эта погремушка называется, ну, что там песок внутри. Я вам ставлю в кадр. Он все вот эти 1,5 часа, что они пели, а он ими тряс этими бубнами. Ой, это был ржака. Ну, в конце концов, у меня башка уже раскалывалась. Потом я уже хотела ему на голову этот бубен надеть. Но, тем не менее, у человека настроение было хорошее, он радовался вообще как бог. Ну вот, показывая вам в доказательство моих слов, вчера что я сделала? Мало того, что я сделала совсем немножко, я вот повышивала вот эти все элементы. Ну как все, я голубенькие и зелененькие повышивала везде, где надо было, потом начала желтеньким. Ну и, во-первых, я выяснила, что я ошиблась, здесь надо было другой размер, здесь слишком большой, здесь слишком маленький. И видите, в 2 ниточки я шью фигня, некрасиво, в одну ниточку такая же фигня, тоже некрасиво. Короче говоря, сейчас я буду снова распарывать это все вот здесь, вот что я это навышивала, и перешивать, потому что, ну, фигня. И возьму я в этот раз, вот это будет зеленая Глориана, вот это будет вместо голубой, чтобы она более-менее как-то была заметна, потому что, ну что, вот эти шовчики делаешь, надо, чтобы же их видно было. И вот вместо желтого, вместо вот этого DMC возьму вот эту Глориану песок. Глориана, она потоньше ниточкой, в одну ниточку она будет классно смотреться, а не так, как вот 2 чертишу и в одну чертишу. Ну, короче, пожелайте мне удачи на этой неделе. У меня какая-то неделя, я парю, перешиваю, парю, перешиваю. Ну что ж, друзья, спешу похвастаться вам. Наконец-то у меня что-то сдвинулось с мертвой точки, потому что, ну, это какой-то ужас был. Ну, не шло у меня вышивание вообще. Меняю проекты, но это не помогает. Вот, смотрите, наконец-то я могу похвастаться. Переделала я, как вы видите, распустила все вот эти шовчики, которые надо было здесь делать, и перешила их наново. И видите, насколько это все красивее, интереснее, аккуратнее смотрится. И кроме этого я сделала вот здесь клостерсы эти и, как это называется, алжирские глазки внутри. И вынула ниточки. Вот видите, вот здесь, где была дыра, помните, вот здесь была дыра, и поэтому получилось вынуть только, оставить 2 ниточки, а по идее должно быть вот как здесь 4 и 4. Ну, я здесь из-за вот этого всего мне придется поменять везде, как это, расположение этих элементов. Ну, я думаю, это огромной роли там не сыграет. Что я хочу сказать? Вот эти вот все, где я вырезала вот эти окошки, они должны были быть вот здесь. Вот как раз вот
наоборот. Но из-за того, что у меня здесь получилась такая неурядица, пришлось все поменять. Ну, ничего страшного не будет. И здесь у меня будет другой элемент. Ну, короче говоря, перетасовала я элементы местами, но особой роли оно никак не повлияет на сам вид и дизайн всего этого. Так что вот мне осталось начать и закончить. Здесь все ниточки повынимать, в этих пирамидах ниточки повынимать. И начну я делать вот эти интересные элементы, которые, ну, мне нравится делать их. Ну, а пока я сидела, горевала, когда у меня ничего не вышивалось, я решила все-таки открыть этот наборчик, ну и хотя бы развесить эти ниточки, ну, хоть что-то как-то. Но оказалось, это не так уж просто сделать. Здесь у нас 24, если я не ошибаюсь, цвета. И смотрите, сколько здесь голубых. И не то, чтобы их как бы сложно отличить друг от друга. В принципе, я их рассортировала достаточно быстро и легко, по цветам разложила эти голубые. Ну, начнем сначала. Сначала я повесила те самые простые, которых было мало, черно-белый, понятно, это было сразу видно, куда их повесить. Потом здесь было всего лишь 2 зеленых, и то это был зеленый, а это желто-зеленый назывался. И потом пошли желтые, их всего было 3 разновидности. Вот с этим сомнением у меня возникло, это светло-желтый, а я сначала как-то подумала, что это цвет икрю, знаете, ну вот на светлом, не на желтом фоне. Сейчас я уберу это. Я сначала подумала, но потом поняла, что это светло-желтый там написано. Потом вот эти вот, это сливовые, светло-сливовые и оранжевые, красные, это все было легко, и поэтому я их сразу, как вы видите, в самом начале повесила и все дела. Потом я разложила все вот эти голубые, вот эту кучу малу по цветам. И начала расписывать, какой цвет какому соответствует. И я вам сейчас прочитаю описание, и вы поймете, что я тут жалуюсь. Так, вот описание. Смотрим. Very dark blue, очень темно-голубой. Medium blue, средне-голубой. Light blue, слегка голубой. Light aqua blue. Medium aqua blue, light aqua, ну понимаете, medium aqua, и ты вообще не понимаешь, вот на мой взгляд, вот это вот были голубые, чтобы вы понимали, а на мой взгляд они чуть-чуть не в голубой, а в какой-то сиреневый уходят. Единственное, что я сразу отличила, вот этот туркези. Это было сразу понятно. Ну, одним словом, у меня любимая фраза, короче говоря, надо как-то избавляться от этого слова паразита, фразы паразита. Так что я прошу прощения, в этом видео, короче говоря, будет столько много. Я постараюсь, конечно, там повырезать, но если не все вырежу, знайте, что я над этим работаю. Ну, как обычно в этих наборчиках Милхила идет бисер. Не очень много здесь для такой работы. 7000 крестиков, как я уже говорила, в этой работе. Вот так. Это будет красиво. 2 конячки и 3 птички. Солнышко. Птичка еще держит кусочек сыра. И это сердечко, наверное, она держит. Ну, хорошо. И иголочки. Здесь классные иголочки. Мне нравятся иголочки в Милхиле, и я их собираю в отдельной коробочке. И вот такие. И, конечно, здесь огнище. Это конюшка, это лен, наверное, у нас здесь. Где-то тут написано, что у нас здесь. Линен, ну, наверное, лен.
Так вот, я все приготовила. А теперь же у меня шовчики пошли. Мне теперь шовчики хочется вышивать. Ну, ой, я прям не знаю, куда мне. Красивым и богатым или богатым и красивым. Ну, оставайтесь со мной и узнаете, куда меня все-таки повело в этот раз. Я тут подумала, в прошлом году я каждый месяц вышивала по одному дню Рождества Джим Шор. А это практически то же самое, что и Mill Hill. Ну, может, не такой большой, как эти лошадушки, но в принципе более-менее. В этом году что-то у меня такой расслабон, я вообще не знаю. Наверное, надо мне как-то все-таки составить какой-то план. Несмотря на то, что даже если меня в прошлом году уже эти 12 месяцев начали подкумаривать, каждый месяц вышивать их, но тем не менее я с этим справилась, и результатом я была очень-очень довольна. А в этом году какой-то вот так ни плана, ни каких-то этих поначинала, и то что-то мне не идет, то не хочется, то не можется. И, наверное, мне надо как-то составить план каждый месяц вышивать по одному Mill Hill. И так оно, может, будет что-то продвигаться. Вы помните этот ручеек, который я вам показывала в позапрошлом году? Посмотрите, в этом году еще немного, и она выйдет из краев. У нас наконец-то прекрасная погода. Я вышла прогуляться по своему любимому месту вдоль речки и поскакать на скакалке. Я записала коротенький шот, как я скачу на скакалке. Если вам интересно, посмотрите, поржать тупо. В конце концов, я решила, лучше-ка я пройдусь по старинке. Ну вот я вышла из тени в буквальном и фигуральном. В буквальном здесь иду я под солнцем, а в фигуральном давненько мы уже не виделись так лицом к лицу. Так что всем привет, кто забыл, как я выгляжу. И пока я здесь иду, и чтобы мне не скучно было идти, а вам не скучно было смотреть, я хотела поболтать с вами. Хотела поболтать о этой книге, которую я читаю. Как я уже говорила, она в русском переводе называется «Единственный». И речь там идет о том, что нашли метод, как найти вам идеальную пару. По вашему ДНК вам по всему миру находят вашу вторую половинку. И в случае, если вы хотите, естественно, вам дают ее координаты, если вторая половинка тоже этого хотела. Ну, дочитав, ну, я до половины еще не дошла, ну, 1/3 я прочитала, но пока все грустно, очень грустно. Из всех этих 11 персонажей, которые там описываются, позитивного пока более-менее один. Остальное все печальное. Ну, вы только представьте какой-то разгул для фантазии, как можно все это придумать. Представьте, по вашему ДНК вам могут найти, ну, кого угодно. Это ж такая лотерея. Вам могут найти человека, который вас старше лет на 40, например. Ну, а что? Родственные души, может быть и такое. Вам могут найти человека, наоборот, который моложе. И что вы будете делать с этим детем, допустим, на 20 лет? Вас моложе ваша вторая половинка. Либо вариант, когда жена или муж живут себе нормальная, счастливая семья, они вдруг решили, а давай-ка проверим, мы действительно идеальная пара друг для друга. И какой-то идиот посылает, и потом разбивается семья. Либо, я не знаю, либо вы живете в Швейцарии, а он живет в Африке, в какой-нибудь лачуге, да, и вы из комфортабельной Швейцарии готовы поехать в лачугу, в Африку или в Индию, чего лучше. Либо этот человек болен, готовы ли вообще быть с больным человеком.
либо этот человек весит 300 килограмм. Кстати, про 300 килограмм. Знаете, что меня больше всего мотивирует на занятия спортом, на занятия там какой-то физической активностью? Мой муж иногда смотрит программы, они на немецком языке, я сижу, вышиваю, я и так одним глазом смотрю, но понимать не, ну, через одно слово понимаю, о чем там речь идет. Ну, понятно, о чем речь идет. Там человек, который 300 или 400 килограмм весит, а ему делают операцию шунтирования, наверное, это называется, желудка. Но прежде чем это сделать, он там должен сначала на какое-то определенное количество килограмм похудеть, потому что там, ну, свои условия такие. И вот, когда я смотрю вот этих толстых людей, которые, ну, довели себя до такого состояния, я сразу на утро встаю и иду, и прыгаю на скакалке, и делаю зарядку. А меня не мотивируют абсолютно вот эти фитоняшки, которые в Инстаграме с красивыми торсами там, и все. Это красиво посмотреть, ну как-то, ой, какой молодец. Ну он же молодой, конечно. Святое дело иметь такое тело в молодом возрасте. Ну вот, возвращаясь к книжке. Я еще и, понятно, прочитала только 1/3 этой книжки. Что-то там дальше будет развиваться как событие. Увидим. Ну, интересно, затягивает она. Ну, пока все очень плохо. У нас открылся бассейн на открытом воздухе. У нас сегодня 17 мая. Ну, видите, пока еще никого нет, потому что достаточно свежо. На улице 18 градусов, ну такой свежий ветерок. Жилой комплекс недавно построили с детской площадкой. Это вообще, конечно, редкость, детская площадка у нас здесь. Ну, видите, здесь позаботились, и даже место для гриля. Вот там гриль и стол сделали. Ну, классно. И на берегу вот речки эти все домики. И совсем рядом, вон там, видите, это уже озеро. Да, прикольно иметь домик здесь. И здесь всегда на этой речке. Там, наверное, рыбка есть. Даже разрешила себя снять. Обычно они убегают. Ну вот, пожалуйста, о чем я и говорила. Аттракцион, конечно, знатный. Они вот так спускаются по речке. Не надо даже лапками перебирать. К своему любимому месту. Вот здесь травку подстригли, как мило. Красота здесь необыкновенная. Озеро. Газончик. Клумбочки. Все прелестно и прекрасно. Как раз место, чтобы насладиться природой. Спасибо, что прогулялись вместе со мной. Я надеюсь, вам понравилась прогулка. Если понравилось, ставьте лайки. Это не сало, на голодный год не пригодится. Так что мне приятно. И более того, продвигают наше видео, мое видео, то есть. Красота! Ну что ж, друзья, полюбуйтесь, я все-таки начала лошадок, не вынесла душа поэта, я вам так хотела этих лошадок, и я их начала. Посмотрите, какая красота неземная получается, и это так здорово, вышивать одной ниточкой, ты заправил и шьешь без остановки, потом она закончилась, ты заправляешь вторую ниточку и опять шьешь без остановки, такой просто кайф. Я вам не могу передать словами. И посмотрите, у меня уже вышилось полголовы практически. И это здорово. Напомню вам еще раз. Покажу картиночку. Вот. И вот эту лошадку я начала вышивать. Видите? Класс. Очень-очень-очень мне нравится. А на шовчиках я вышила один элемент. Вот этот. Там, где была дыра. Называется этот элемент Edelweiss. В общем,
по ключу там говорится вышивать все вот этой ниточкой. Но мне захотелось сделать серединку зелененькую, а листики, лепесточки белые. Но так, мне кажется, больше похоже этот цветок на Edelweiss. Классно получается, мне очень нравится. Сейчас я довольна своими шовчиками. Они такие ровненькие, красивые, аккуратные получились. И впервые я делала этот цветок. Я надеюсь, я не ошибаюсь, как обычно. А с этими я еще пока не решила, они мне не нравятся. Ну, не знаю, буду ли я их перешивать или не буду. Посмотрим. Ну, пожалуй, все, что произошло со мной на этой неделе, я вам все рассказала, показала. Я надеюсь, вам видео понравилось. Так что не забывайте ставить лайки, это очень помогает продвижению видео, чтобы побольше людей меня увидели, чтобы побольше людей было на моем канале. Я вам буду безмерно благодарна за это. Напишите мне обязательно комментарии, что вы думаете по поводу моей вышивки, что вы думаете по поводу книжек. Это интересно вам, напишите мне, что я делюсь своими впечатлениями о прочитанных книгах. Вообще оно уместно здесь или вы это все проскакиваете. И встретимся в следующем видео. Я желаю вам прекрасной жизни. Всем пока-пока. Самое тепленькое местечко. Поки. Тепленько там тебе. Хорошо, на солнышке.